Мерт Рамазан Демир – турецкий актер, творческий путь которого начался в 2015 году. Узнаваемость пришла к нему в 2020 году, а настоящий успех он обрел благодаря роли Ферита в сериале «Зимородок». Сегодня турецкие фильмы и сериалы с Рамазаном Демиром привлекают все больше внимания зрителей. Дата рождения Мерта Рамазана – 25 ноября 1998 года. Родился он в городке Шиле рядом со Стамбулом. Знак зодиака – Стрелец. Что касается родителей Мерта, то его отец занимался бизнесом, а мама была домохозяйкой. В семье было 5 сыновей, Мерт был самым младшим. Образование он получил на малой родине. В старших классах задался целью стать известным футболистом или баскетболистом. Рамазан Демир занимался спортом на профессиональном уровне. Однако по достижении 17-летнего возраста его желания изменились. И случилось это после посещения театрального кружка. В то время он жил вместе со своим братом, который учился в университете в Денизли. Мерт читал пьесу «Гамлет» и попробовал одновременно играть роль. Он и сейчас часто вспоминает этот момент. Тогда он поймал себя на мысли, что это его первая попытка притвориться самим собой. После этого случая парень твердо решил стать актером. Окончив среднюю школу, он выучился в учебном центре диалога «Латым» и «Летишим». Еще позже брал уроки в актерской студии Мишель Даннер. Мерт никогда не забывает то волнение, которое овладело им на первых пробных съемках. Ему всегда казалось, что он берет всю ответственность за жизнь своего персонажа на себя. В эти минуты его менеджер Тюмай Озокур всегда приходил на помощь. Актер до сих пор считает этот период ренессансом своей жизни. Также следует добавить, что помимо профессии актера, Демир работал в качестве оператора в нескольких сериалах и фильмах. Первый шаг в области кино был сделан еще в 2015 году. Однако первые роли были настолько незначительными, что названия начальных проектов не всегда можно найти в фильмографии актера. Более значимую роль Мерт Демир получил только в 2020 году. После персонажа по имени Джем это был Атеш в сериале «Учитель». Сериал не пользовался успехом у зрителей и был закрыт довольно быстро, но продюсеры обратили внимание на молодого актера. В 2022 году в сериале «Зимородок» Мерт Рамазан Демир назначается на главную роль. Его персонаж по имени Ферит – парень из очень богатой семьи. Как принято говорить, он ведет порочный образ жизни. Чтобы спасти его от самого себя, семейство принимает решение женить его на обычной девушке из провинции. Парой Мерта Рамазана Демира стала Афра Сарачоглу. Следует заметить, что это уже третий проект, в котором Мерт и Афра встречаются вместе. В 2017 году они исполняли роли в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери». В сериале «Учитель» главная роль была у Афры, а Рамазан Демир играл второстепенную, но весомую роль Атеша. И именно тогда продюсер Онур Гювенатам заметил их совместимость и решил попробовать сделать из них пару. В 2023 году Мерт Рамазан снимется в сериале «Шахмаран», который выйдет на Netflix. Из интервью Рамазана Демира удалось узнать некоторые факты из его личной жизни. Его всегда волнуют новые ощущения и переживания. Он считает, что счастливым его делает получение удовлетворения в конце работы. Он очень счастлив от того, что может использовать для этого свой актерский опыт. Он считает себя больше эмоциональным, нежели меланхоличным. Когда Мерта просят охарактеризовать себя, он называет себя наивной, тайной страстью. В те дни, когда у него нет съемок, актер смотрит фильмы или просто спит. Если же он вышел на съемочную площадку, то полностью концентрируется на работе, не занимаясь ничем другим. Ему нравится вспоминать моменты былых наслаждений. Если Демир хочет чем-то заняться, но не уверен в конечном результате, он сосредотачивается и всегда пытается довести дело до конца. Его возбуждает именно состояние стремления к чему-то новому. Дружба, которую он устанавливает с некоторыми окружающими людьми, является для него одним из величайших источников счастья. Конечно, есть и такие люди, которые появляются на короткое время, а потом исчезают из его жизни. Но есть и те, с которыми у актера установились неисчерпаемые дружеские отношения. Он, как и ранее, старается поддерживать свою физическую форму.
Интересуется такими видами спорта, как баскетбол, футбол, настольный теннис, плавание и бокс. Также он уделяет немалое внимание питанию. Самым своим любимым увлечением Мерт Рамазан считает киноискусство. Затем идет интернет, который он считает более свободным, чем телевидение. По положению на конец 2022 года у Мерта Рамазана Демира в Инстаграме число подписчиков приближается к 1,5 миллиона. Также есть официальные страницы в Фейсбуке и в Твиттере. ВКонтакте у Мерта есть группа российских поклонников. Прежде чем начать что-то делать, актер сначала слушает музыку. Концентрация, которую он обеспечивает перед сценой с ее помощью, заставляет двигаться вперед. При этом он не считает это своим методом. Он просто заметил, что происходит именно так. Рост Мерта Рамазана Демира составляет 179 сантиметров. Вес держится на уровне 74 килограммов. Если говорить о возрасте, то в конце осени 2023 года актер отметит свое 25-летие. У него темные волосы и карие глаза. Он нередко смотрит фильмы, восхищаясь такими актерами, как Дэниел Дэй-Льюис и Леонардо Ди Каприо. У него много мечтаний об актерском мастерстве. Чтобы реализовать их, актер должен подготовить свой разум, тело и душу к этим мечтам. Так считает Демир. Что касается семейных отношений, то пока известно только то, что актер не женат. В сети появлялась информация, что Рамазан Демир влюблен в Серру Арытюрк. Однако официальное подтверждение их отношений так и не появилось. Если говорить о критерии привлекательности, то актеру нравятся больше спокойные женщины, нежели слишком активные. Далее сериалы с участием Мерта Рамазана Демира. 2023 год – сериал «Шахмаран». 2022 год – сериал «Зимородок» Ферит. 2022 – фильм «Юфо» Эссе. 2021 год – сериал «Время умирать» Айхан. 2020 год – сериал «Учитель» Атэш. 2020 – сериал «Обнаженный» Джем. 2019 год – фильм «В твоем голосе любовь» Бугра. 2019 фильм «Я – это ты». 2019 фильм «Три апокрифа. Клятва». 2017 год сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери». 2015 год фильм «Ашкопад».